Сегодня я вам расскажу про всего лишь 5, но самых главных правил финансовой грамотности, и кто их придерживается, у того все будет тип-топ. Первое правило – научись откладывать некоторые свои желания. Вот когда тебе очень что-то хочется, новый тюбик чего-то, новую машину, новое что-то. Слушай, хочется, перехочется. Научись откладывать некоторые свои желания. Они очень сильно будут отвлекать тебя от достижения цели. Например, когда у меня был уже очень здоровый бизнес на несколько миллионов долларов оборотов, мы продолжали с моим партнером жить в общежитии. Наши директора заводов иногда даже говорили нам: «Эй, ребята, вы чего живете в общежитии?» А мы говорили: не время обзаводиться своим жильем. Поэтому перехожу ко второму пункту. Не покупай то, на чего не заработал. Вот понимаешь, вот это вот все залезание в кредиты там вот и так далее, куда-то, вот такая попытка ускорить то, чего еще не наступило, всегда травмоопасно. Поэтому никогда не покупай то, на чего не заработал. Все. Поэтому пример у меня следующий. Квартиру я купил тогда, когда я мог купить 100 таких квартир. Но главное было не это. Я вкладывался в дело. Мне было важно, чтобы мой бизнес начал функционировать, стал устойчив. Очень важный третий пункт. Про что есть видео специальное на моем YouTube-канале. Вы ссылочку закрепите. Откладывай деньги. Формируй обязательный резерв. 10% надо всегда в резерв откладывать. На мало ли что. Мало ли что, об этом ты узнаешь, когда оно случается. Поэтому обычно ты об этом не знаешь до того, как оно не случилось. Поэтому просто тупо откладывай 10% и все. Уловил, да? Это третий пункт. Четвертый. Вкладывай в будущее. Важно 30% своих доходов всегда направить на то, что расширяет твои доходы и увеличивает устойчивость заработка. Это и называется «вкладывай в будущее». Ведь если ты все, что ты добываешь, зарабатываешь, вкладываешь только в текущее, в самообеспечение, в красивую жизнь, в необходимые вещи, это прекрасно, да? Но, значит, в будущем расширение твоих доходов, расширение твоего бизнеса и так далее, оно не случится или случится с гораздо меньшей вероятностью. Поэтому обязательно вкладывай деньги в будущее. И очень важный момент, смотрите, когда вы вкладываете в расширение своих доходов, проверяйте, чтобы расширение этих доходов было в пределах вот этого года. Например, если ты вкладываешь в некое образование свое, то повышение доходов у тебя должно случиться в течение года, а не когда-то через 8 лет. Соизмеряй момент вложения и измерения, а происходит ли рост твоих доходов. Если слишком отложенный момент получения доходов, то ты можешь просто банально до этого не дожить. Ну и пятое. Пожалуй, самое главное. Всегда уходи из болота. Давай, какие симптомы болота? Вот денег мало, не платят, может быть, даже задержка зарплаты, но зато коллектив хороший. Перспектив никаких нет, но зато мы привыкли, синица в руке, это лучше, чем журавль в небе, останусь, подожду, может, рассосется. Вот такие симптомы, вот это и есть болото. Вот если ты чувствуешь такое болото, это болото. Это не коллектив хороший. Это не признаки стабильности. Вот эти все зацепочки, которые манипулируют тобой, пытаясь оставить тебя в болоте, сказать: ты нам такой удобный, мы к тебе привыкли, останься в нашем болоте. Скажи fuck you и никогда не приходи к болоту продемонстрировать то, что с тобой случилось. Ты можешь неожиданно оказаться опять в болоте. Поэтому запомни 5 пунктов. Откладывай свои желания, они могут отвлечь тебя от главного. Раз. Не покупай то, на чего не заработал. Это отяжелит тебя и сделает медленным и неповоротливым. Третье. Откладывай резерв. 10% резерв. Вкладывай в будущее. Не забывай, что нужно вложить деньги в расширение твоего дохода. И не который когда-то где-то случится, нет. А который случится на обозримом этапе. То есть вкладывая, ты видишь расширение дохода обязательно. Ну и 5-й пункт, я его очень люблю: уходи из болота. Как только почувствовал запах болота, как только уходи из него и никогда не возвращайся